Я задам вопрос сейчас, который, наверное, ожидают в 100% смотрящих наше сегодняшнее интервью. Сегодня Нави объявили дисбанд по факту. Осталось 2 человека только из бывшей команды. Вернешься ли ты в Нави, ведутся ли с тобой переговоры? Ну, завтра, возможно, что-то станет известно, но сомневаюсь я, потому что, опять же, для того, чтобы играть, нужно очень много времени там проводить. И поскольку сейчас последние месяца 3, наверное, я играл довольно мало, и если играл, то это в основном было на стримах. Вот. И я понимаю, что для того, чтобы вернуться в форму, нужно потратить минимум месяц. Хотя, в принципе, им все равно нужно дождаться бостонского мейджора. Ну, посмотрим, как будет оно. Могу ответить так, если бы меня позвали, то я бы пошел. Да. Хорошо. Что вообще можешь сказать о ситуации, которая сложилась в Нави в Dota 2 составе за последние, наверное, с момента августа, как они выиграли свой последний какой-то трофей? Да как она складывалась? Ну, я периодически виделся с ними то там, и мне откровенно не нравилось. Не нравился их состав, в общем, их игра, да, там где-то у них получалось, но получалось настолько хило и как-то не уверенно, что в основном это все было из-за плохой игры команд оппонентов. Да, конечно, у них был звездный час, это тот турнир, который они выиграли в Америке, по-моему, это был StarLadder, я не помню, да, наверное. До International. Вот, то есть это давало им какие-то, это последний был турнир перед International, и давало им какие-то надежды на успех, но понятно было, там люди откровенно делали глупости, и там те же самые ЕГЭ, которые по итогу опять топ-3 заняли, то есть они вообще там издевались, грубо говоря, и вылетели рано. После того, как они решили оставить состав по окончании International, я опять же сидел с ними во время этих всех переговоров, не во время всех, но во время первой части, когда приехал Zero в Америку и села вся команда, почти вся. Вот, они тогда немножко рассорились, потом вернулись, все успокоились и оставили состав. Но уже тогда было, в принципе, очевидно, что это все недолговечно. Так, если совсем открыто говорить, то постоянно над Дитярой был такой купол неуверенности, потому что он всегда понимал, что его сейчас кикнут. То есть, когда это будет, это дело времени. Да? И для всех это якобы было очевидно. Люди, мне, по крайней мере, постоянно, я думаю, между собой тоже это обсуждали, там и были такие, когда уже его кикнут и так далее, но, опять же, человек старается, делает, то есть на него такое давление, не могу сказать, что он как-то с этим справился, он все равно волновался и играл не очень хорошо, но то есть ему действительно было сложно. Ему было сложнее всех, скорее всего? Да, конечно, ему было сложнее всех. Потому что, грубо говоря, Дэнди, он уже сколько лет играет, и, в принципе, он может справиться. Но я думаю, что он может справиться с этим всем давлением и волнением, и даже по разговорам с ним я понимаю, что, ребята волнуются, но ничего, у нас получится. Возможно, он все завуалировал, что ребята волнуются, но я вместе с ними волнуюсь, но фраза звучала именно так. По поводу арт-стайла ничего не могу сказать, то есть понятно, только недавно даже те слухи, что он немножко потерял уверенность в себе, но я думаю, это все лишь временно. По поводу Акбара, Акбар сложный человек, и не исключено, что у него были какие-то конфликты, не конфликты даже, просто недопонимание с кем-то из команды, и, собственно, потому что по игре он, наверное, лучший исполнитель в СНГ своей роли, если не игрок вообще, но по коммуникации он очень неуверенно себя чувствует, слабо, можно сказать, и он всегда, как только что-то происходит, он замыкается. Я думаю, так оно и происходило. Раз, два, три, потом или он, или уже менеджмент команды устал и вынуждены были попрощаться с ним. Потому что никто не будет кикать игрока, который очень хорошо исполняет, если это не связано с какими-то дополнительными проблемами. Интересно. А никогда не было идеи собраться прям составом золотым, который выиграл International, и поиграть? Которым выиграл? Которым выиграли, да. Там уже люди по 10 лет не заходили в эту игру, поэтому нет, не было такой идеи. Есть, если брать последний состав, где я, Куроки, Пупей, Фанник и Дэнди был, но Фанник уже со всеми отношения испортил, Куроки с Пупеем не общаются практически, и
Ну вот и все, особо не соберешь их. Но в качестве шоу-матча это было бы интересно и весело сделать Na'Vi Альянс какой-нибудь. Хотя это вроде было уже. Как Na'Vi Forever Young кто-то предлагал. Да, Na'Vi Forever Young и Альянс, Альянс Newbie Mix, ну что-нибудь такое. Да.